Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а из этого видео вы узнаете, чем нужно подлить ваши огурчики, перцы, баклажаны и другие огородные культуры, которые остановились в росте после высадки в открытый грунт, например, вы высадили рассадой, либо же в принципе остановились в росте и не хотят дальше развиваться. И, конечно же, сейчас вам расскажу о некоторых причинах, почему же это происходит. Ну а если у вас останутся вопросы, то, конечно же, задавайте их в комментариях под этим видео, с удовольствием на все отвечу. Причин, по которым рассада плохо растет, либо совсем останавливается в росте, достаточно много, но я выделю две основные. Первое – это холодные ночи. Да, друзья, когда ночью холодно, рассада не растет, она останавливается в росте и ждет потепления. А имеется в виду, если ночью температура ниже плюс 12, то рассада точно будет расти очень уж медленно и будет казаться так, что она совсем остановилась в росте. Исправить это очень просто, сделать небольшой парничок, либо укрытие из агроволокна, либо пленки. Ну а второй, тот как раз таки, который в большинстве случаев помогает двинуться в рост вашей рассаде, это внесение правильной подкормки, а именно подкормки со стимулятором роста, так как нам нужно заставить развиваться корневой системе у растений, а это могут сделать только стимулирующие вещества. И не нужно думать, что я буду рассказывать о каких-то бешено дорогих покупных средствах. Сейчас я вам покажу самое простое, которое сможет приготовить каждый из подручных средств. Для приготовления маточного раствора, хочу акцентировать на этом внимание, у нас будет концентрат, потом мы его будем разбавлять, поэтому вам хватит подлить весь огород, чтобы он пошел быстренько в рост и начал давать вам большие урожаи. Банка литровая, в нее налито пол-литра воды. Вода уличной температуры, можно сказать даже теплая, но ни в коем случае не горячая, ну и тем более не из колодца холодная, потому что наше главное вещество, оно не будет работать. А это дрожжи, просто пересыпаны в банку, чтобы не говорили там какая-то реклама. Просто сухие дрожжи, потребуется нам сухих дрожжей столовая ложка, без горки, ровная, так легче всего будет ориентироваться. Дрожжи сухие и обычные не работают в холодной воде. И также в горячей воде вы их быстро убиваете, вы будете поливать этим раствором, но это будет ничуть не лучше, чем просто полить водой. А вот если взять теплую воду и здесь всыпать дрожжи и тщательно перемешать, также, чтобы дрожжи нормально заработали, а именно начали бродить, нам потребуется еще и ложка сахара. Можно сказать, смешиваем 1 к 1. Всыпаем сюда и тщательно теперь перемешиваем. А такие пропорции, как литровая банка и пол-литра воды, очень удобно для того, чтобы быстро вымешать дрожжи с сахаром. И нам нужно дать настояться такому раствору около 2 часов. На солнце его ставить не нужно, а вот в теплое место самый раз. Например, поставить в теплицу и накрыть эту баночку каким-нибудь ведром, чтобы здесь была большая температура, но не прямые лучи солнца. Также в любое место, где вы знаете очень большая температура, но нет прямых солнечных лучей. Теперь по истечению 2 часов, когда полностью дрожжи растворились, смешались с сахаром и начали бродить, нам их следует смешать с 5 литрами воды. Вот всю эту полулитровую массу маточного раствора мы выливаем в 5 литров чистой воды. Вода тоже должна быть теплая. Нужно тщательно перемешать. И это еще не все. Теперь мы берем 1 литр этого раствора и растворяем в 10 литрах чистой воды. А вот это будет уже готовый раствор, чтобы не навредить своим растениям. Еще один важный момент, который нужно обязательно выполнить, это внести по 1 столовой ложке золы под каждое из растений, которое вы будете поливать этим раствором. Сейчас объясню, зачем это нужно. Берем ложку без горки и притрушиваем. Это калийное удобрение, причем достаточно мощное. Его еще желательно заделать верхний слой почвы, либо хотя бы перемешать с верхним слоем почвы. И только теперь можно осуществлять полив этим средством. Под каждый куст нужно как минимум около пол-литра. Здесь у меня 3 куста, я полью немножко обильней. Вот этого будет достаточно. Но теперь, собственно, зачем я все это проделывал. Дрожжевая подкормка – это отличнейший стимулятор роста, так как дрожжи – это грибок. Взаимодействуя с почвой и перерабатывая различные макро- и микроэлементы, они выделяют азот. Так уж устроена их жизнедеятельность. Почему их используют, например, при приготовлении брашки. Они создают сильное брожение, собственно же, выделяя тот же самый азот. И помимо всего этого, питательные вещества
становятся более доступны для корешков молодых, еще не сформировавшихся огурчиков, у которых корневой системы как таковой еще нет. И если просто сюда вносить азотные удобрения, они нормально впитываться корнями не будут, а наоборот вы только можете повредить вашим растениям, они у вас пожелтеют и завянут. Ну а зола нужна для того, чтобы пополнить нехватку калия в почве, а она у вас появится, если вы будете использовать это средство, так как вот эти дрожжи, они сильно выносят калий из почвы, куда были внесены. И думаю, у всех еще будет такой вопрос, а сколько же раз за сезон можно делать такую подкормку? Она делается один раз, начиная с фазы одного или двух настоящих листов, можно сделать и позже, но не раньше, так как она тоже не будет помогать вашим растениям. Когда у вас только семядольки, такую подкормку нет смысла вносить. И запомните, один раз, больше не нужно. Это стимулятор роста, его будет достаточно. Потом нужно будет на различных фазах вносить другие подкормки: азотные, фосфорные и калийные. Все эти видео есть здесь у меня в правом верхнем углу. Либо же заходите на мой канал в плейлисты: помидоры, огурцы, перцы. Все эти видео с подкормками и как нужно выращивать и формировать эти огородные культуры уже давно есть у меня на канале. И вот если вы все сделаете правильно, как я вам рассказывал, то тогда вы увидите обильный рост, длинные плети, много урожая и хорошее настроение у вас, так как вы все сделали правильно. Но если у вас останались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео, с удовольствием на все отвечу. Кому видео понравилось, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться им в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!